Всем привет, всем доброго времени суток. Я приветствую подписчиков, гостей канала. Меня зовут Ева Лехцер, и для вас я снимаю Таро расклад на такую интересную тему. Ваш внутренний демон. Кормить или контролировать? Понятно, что у каждого из нас есть какие-то пороки, у каждого из нас есть свои тараканы в голове, есть одержимость чем-то. У кого-то в прямом смысле слова, не дай бог, конечно, могут быть подселенцы и так далее. Нам нужно посмотреть, проанализировать, что за пороки, как с ними быть, стоит ли их развивать или стоит их контролировать. Поэтому давайте посмотрим. Работать я сегодня буду с колодой Таро, которая может сделать больно. Выложу сегодня 8 вариантов. Вы можете уже мысленно задумать себе какую-либо цифру, либо после того, как я выложу карты, выбрать один из представленных 8 пунктов, одну из 8 карт. Итак, ваш внутренний демон. Для тех, кто у нас выбрал первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 варианты. Даже так положу. Надеюсь, арканы вам видны. Настраивайтесь. Кому, возможно, нужно больше времени, то вы можете поставить видео на паузу, чтобы у вас была возможность сконцентрироваться, сосредоточиться и выбрать тот аркан, который соответствует вашим внутренним вибрациям, вашей энергетике, внутреннему посылу. Кому-то, возможно, будет легче, если вы прикроете глаза, представите этот вариант. Поэтому выбирайте для себя наиболее удобный способ взаимодействия с картами. Ну а мы начинаем. Итак, для тех, кто у нас выбрал первый вариант, ваш внутренний демон. У вас здесь лежит десятка пентаклей. Здесь может быть одержимость. Одержимость созданием семьи, одержимость семейными ценностями, одержимость финансовыми накоплениями. Потому что по этим картам это не позиция «все в дом, все в семью», это позиция жить ради накоплений. Не накопление использовать во благо своей жизни, а, знаете, как порок Плюшкина, накопительство. Здесь в первую очередь собственничество, попытки удержать материально. Это не есть хорошо, это не есть плохо. Знаете, как критично, когда с этим есть перегиб. Поэтому давайте смотреть. Все-таки в вашем случае кормить этого демона или контролировать. Что у вас здесь? По вашим картам, которые у вас идут, а вы видите, это двойка мечей, девятка чаш и туз чаш. Здесь несколько нужно себя ограничивать в плане вопросов относительно накопительства и заниматься вложениями в любимое дело. Не путать ситуации, жить просто на широкую ногу и заниматься расточительством. Нет. Девятка чаш конкретно в этой колоде, как вы видите, это работа в удовольствие, это действие в удовольствие, это могут быть вопросы и благотворительности. Поэтому, если вы хотите, чтобы энергия денег в вашей жизни циркулировала легко, то вам нужно научиться соблюдать баланс, брать и отдавать. То есть здесь это первооснова. Видите, двойка мечей. Закрываться от ситуации, когда вы только копите, копите, копите. Вам нужно научиться тратить деньги с любовью, с удовольствием на себя, на других лиц и получать от этого радость, получать от этого удовольствие. Потому что в вашем случае ситуация может быть критичной. Потому что туз мечей, это, в какой-то степени в один миг вы можете потерять все. Поэтому здесь жить не ради денег, а деньги использовать на жизнь, на удовольствие, на поддержку и на реализацию других людей. Для тех, кто у нас выбрал второй вариант, ваш внутренний демон. Ваш внутренний демон по рыцарю Пентаклей это может быть лень.
медлительность, постоянное какое-то, знаете, замешкивание, нерешительность, боязнь что-то в жизни менять. В основном это свойственно представителям земной стихии, Телец, Дева или Козерог, либо если у вас асцендент в этом знаке. Но здесь, понимаете, хорошо, когда вы все взвешиваете, обдумываете, но проблема заключается в ином. Когда вы слишком перетягиваете, передерживаете ситуацию, потом по факту можете остаться ни с чем. Не рисковые вы люди, в этом есть свой плюс и в этом есть свой минус. Поэтому давайте посмотрим, стоит ли вам своего демона подпитывать или стоит его контролировать. Что будет здесь? Прям снова двойка мечей, надо же. Двойка мечей, паж жезлов и королева жезлов. Здесь карты все-таки говорят о ситуации, знаете, как позволять себе больше любопытства, позволять себе реализовывать ваши амбиции. Потому что из-за того, что вы закрываетесь от каких-то возможностей, от вопросов риска, паж жезлов — это любопытство, которое толкает на риск, и как следствие помогает вам достигать каких-то высот, то вы здесь можете упускать возможности, упускать шансы. Поэтому кормить или контролировать, здесь я бы все-таки сказала контролировать, не подпитывать своего демона, контролировать в том, что иногда нужно решаться на какие-то поступки, иногда нужно делать выверенные шаги. То есть не сидеть ждать, пока ситуация решится за вас или без вашего участия, и не бояться перемен. Потому что вот эта вот боязнь и закрытость от всего, от принятия решений, по итогу вас может оставить ни с чем. И вы потом будете сожалеть о том, что не рискнули, либо не попробовали. Для тех, кто у нас выбрал третий вариант, ваш внутренний демон, пятерка чаш. Карта горечи, карта скорби, карта отчаяния. Слишком долго вы предаетесь унынию. Я понимаю, что у кого-то в жизни может сложиться такая ситуация, когда не до веселья, не до радости. Но в целом, знаете, по пятерке чаш это ситуация, когда вы лишний раз нагнетаете, либо более длительный период находитесь в каком-то нестабильном эмоциональном состоянии. Когда вы во всем видите только негативные аспекты, то есть вы здесь больше пессимист, нежели оптимист. Итак, кормить вам своего демона или контролировать? Здесь однозначно контролировать, потому что по четверке пентаклей, видите, удерживать эти негативные эмоции. Паж пентаклей и рыцарь жезлов. Не находиться длительный период в состоянии стабильности, в состоянии стагнации. Быстро преодолевать эти эмоциональные качели, это вот эмоциональную депрессивную составляющую. Потому что, безусловно, у каждого из нас в жизни бывают черные полосы, неприятные обстоятельства, неприятные события. Но здесь нужно с гордостью, с достоинством принимать какие-то потери и не циклиться на них, потому что у вас это прям слишком затяжной период. Это важно понимать, и с этим нужно обязательно работать. Для тех, кто у нас выбрал четвертый вариант, что же здесь? Ох, по колесу фортуны. Это, знаете, как поставить все на кон. Пан или пропал. Посмотрим, фартовые вы или нет. Стоит ли вам кормить своего демона. Так, королева пентаклей, маг и тройка жезлов. Что могу вам сказать? Особенно тех, кто у нас может заниматься вопросами криптовалют, играть на фондовых биржах, может быть, играть в азартные игры. В вашем случае вам везет. Вам ситуация благоволит свыше, у вас нюх на деньги. Вам действительно идет карта в масть, либо так складываются обстоятельства, что вы чувствуете внутренне, когда поступить, как поступить, что делать. Особенно, повторюсь, если это касается финансовых ресурсов. Вы очень легко адаптируетесь к переменам, вы легко переносите какие-то неудачи. То есть, знаете, как говорю, очень быстро поднимаетесь после каких-то падений, после каких-то разочарований. То есть вот в этом ваш плюс, потому что здесь по аркану маг, у вас, видите, еще два сильных аркана. Это лидерские позиции, это те качества, когда вас что не может сломить. Поэтому вам вашего внутреннего демона нужно здесь подпитывать. Кстати, поскольку здесь ложится колесо фортуны, это
карма, это удача, которая сама идет в руки. Для того, чтобы по-прежнему оставалось так, не забывайте заниматься вопросами благотворительности. В чем-то даже делать откуп, чтобы боги благоволили вам и дальше вам помогали и вас поддерживали. Если мы посмотрим для тех, кто у нас выбрал 5-й вариант, ваш демон – это постоянные сомнения, постоянные колебания. Или попытки объять необъятное, делать все и сразу, знаете, по принципу «хоть разорвись». Потому что здесь многие из вас привыкли совмещать, действовать. Ну, давайте смотреть, что здесь. Отшельник, 8 пентаклей и колесница. По этим картам, во-первых, основная проблема, основной бич – все сам, все сама. Я буду лавировать, я буду как-то подстраиваться, я буду как-то стремиться успеть все самому. Потому что отшельник – это в первую очередь самодостаточность, все сам. 8 пентаклей – карта трудоголика, а вот здесь, видите, колесница как классно изображена. Стоите на 2 мотоциклах, но вы же понимаете, что они могут разъехаться. Здесь вам нужно научиться делегировать кому-то задачи, полномочия, действия, не тянуть на себе всю эту лямку. Поэтому вам здесь важно вашего демона контролировать, отбросить сомнения, научиться доверять людям, перестать тянуть все самостоятельно, иначе не вывезете. Просто технически, физически вы не сможете, знаете, как я говорю, взять необъятное. Здесь, вот видите, опять же, если это касается нескольких видов работы или подработки, то карты здесь указывают на ситуацию, что лучше либо работать на себя, либо найти какую-то одну работу, одно место реализации, которое вам позволит чувствовать себя стабильно. А из-за того, чтобы вы хватаетесь за все сразу, пляшете и тут и там, колесница – это ситуация, сегодня едем, завтра нет. Потому что именно по прорисовке, я думаю, вам видно, да, нестабильная ситуация. Вы не можете здесь все ухватить сразу. У вас не совсем прочное положение. То есть пока мотоциклы стоят, все прекрасно. Как только началось движение, начался хаос, вы теряете контроль. Поэтому и вашего демона, ваши сомнения нужно здесь держать под контролем. Для тех, кто у нас выбрал 6-й вариант, император, власть. Желание и жажда контроля, стабильности. Знаете, как самоутверждаться, может быть, за чей-то счет. У кого-то это нарциссизм. Ну, а в целом это позиция «весь мир у моих ног». Ну, давайте посмотрим, справедлива ли это трактовка в вашем случае или нет. И стоит ли вам кормить вашего внутреннего демона. Демона нужно контролировать и не кормить, потому что вот эта 4 пентаклей, жажда обладать всем и сразу, смерть от дурака, это может привести к каким-то глупым, необдуманным поступкам, как следствие к переменам, которые будут неподвластны и могут вас скинуть с пьедестала. Это будет справедливо как для мужчин, так и для женщин. Как правило, данные карты показывают власть имущих людей, либо люди, которые занимают высокое социальное положение, высокие должности, могут работать сами на себя. Не пытайтесь возвыситься за чей-то счет, не пытайтесь самоутвердиться за чей-то счет, не пытайтесь полностью брать власть в свои руки, потому что это же власть съест вас, играет с вами злую шутку. То есть ситуация, когда вот по глупости вы сами ломаете, меняете свою жизнь. Поэтому здесь нужно контролировать вопросы эгоизма, нарциссизма и, вы знаете, отсутствие самообладания, отсутствие вознести себя над кем-то, показать, кто в доме хозяин. Вот с этим нужно будет работать. Для тех, кто у нас выбрал 7-й вариант. Что у вас здесь? Не всегда, но тем не менее, по 10 мечей могут проходить люди, которые пытались или думали совершить попытку суицида. Я повторюсь, не всегда. Это может быть единичный случай, но с кем-то будет созвучно. Ну а в целом сейчас я вытяну арканы и расскажу, о чем здесь идет речь. Вы очень
сложно переживаете разрывы, потери, завершение чего-либо. Вы очень сильно эмоционально привязываетесь к людям, к прошлому, не готовы его отпустить. Так вот, арканы вам как раз и указывают, что вам нужно контролировать своего демона, не позволять ему овладевать вашими чувствами и эмоциями, вопросами привязанности к людям, к вещам, к ситуациям, потому что вы слишком эмоционально вовлекаетесь. Вы считаете, что знаете, как само увлечение или вовлечение кем-либо или чем-либо делает вас стабильными, дает вам комфорт жизни, но это по факту не так. От прошлого нужно вам закрываться, конкретно вам, в вашем случае. Не тянуть какие-то обиды, детские травмы, переживания, воспоминания о ком-либо, особенно если это касается отношений, причем как личных, близких или родственных связей. Потому что здесь ситуация сыграет с вами злую шутку и можете повторять в жизни те же одни ошибки. Поэтому здесь вашего внутреннего демона нужно контролировать. Не давать волю эмоциям, не пытаться вернуться в прошлое, начать что-то сначала. В вашем случае это действительно может быть сложным. Поэтому здесь по десятке мечей, в принципе, также у тех, у кого пятерка чаш, это желательно прорабатывать с психологом, проходить здесь терапию, потому что ситуация у вас действительно сложная. Тех, кто у нас выбрал 8-й вариант, четверка жезлов. Сама по себе карта замечательная, карта стабильная. Как мы знаем, карта дома, семьи, урожая, праздников. Посмотрим, в чем конкретно заключается. Да? Что у вас здесь? Зацикленность на недвижимости, на стабильности, либо на празднике жизни. Так, что здесь? Паж жезлов, туз пентаклей и рыцарь чаш. Смотрите, здесь жажда обладать материальным, обладать большим. Траты на комфортную жизнь, на удовольствие, на пребывание. Но здесь вашего демона нужно подпитывать. То есть, иными словами, если вам хочется приобрести новую недвижимость, заняться обустройством дома, провести очередной праздник, то этого демона нужно подпитывать, потому что ситуация, которая идет вам во благо и дарит изменения вам во благо. Соответственно, бороться с ним не нужно, а когда у вас каждый раз появляется такого рода тяга, есть для этого ресурсы, обязательно их используйте. Если душа просит праздника, либо просит новой недвижимости, либо просит ремонта, либо какой-то перестановки, либо, может быть, реализации себя в сфере дизайна, или если вы все это время у вас тяготели к созданию семьи, но никак не решались, но теперь есть с кем, есть кандидат или кандидатка, то не оттягивайте это мероприятие, потому что это то, что сделает вас более счастливым и сможет, знаете, как раскрыть весь ваш потенциал и напитать вашего демона сполна. Вот такой у вас вышел расклад. Напишите, пожалуйста, созвучен ли с тем, что у вас происходит в жизни, то, что у вас есть по факту. Я в любом случае вам буду признательна за обратную связь, за коммуникацию. Вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч.